В одном тихом городке именитый профессор философии объявил о своей открытой лекции. Местный клуб наполнился людьми, привлеченными любопытством или жаждой новых знаний. Среди них был и Сергей, пожилой фермер, человек скромный, но с твердым характером и острым умом. Профессор, выйдя на сцену, надменно окинул взглядом собравшихся. Он любил демонстрировать свое интеллектуальное превосходство, особенно перед теми, кого считал простыми людьми. «Дамы и господа», — начал он, — «знание — величайшая сила. Необразованный человек подобен слепцу, блуждающему во тьме, неспособному понять сложные вопросы существования, движимому лишь инстинктами». Профессор, оглядев зал, заметил Сергея. Его загорелое лицо и мозолистые руки выдавали в нем труженика. Улыбнувшись, профессор решил устроить публичный урок. «Вот наш уважаемый фермер», — сказал он громко. «Сергей, вы ведь не изучали философию?» «Нет», — спокойно ответил Сергей. «Тогда объясните нам, что такое экзистенциализм?» — спросил профессор. В зале воцарилась тишина. Сергей пожал плечами. «Не знаю, профессор. Я привык говорить простым языком». «Вот видите?» — рассмеялся профессор. «Что происходит, когда человек не учится? Как можно жить, не понимая сложных концепций?» В толпе зашептались, но Сергей, не смущаясь, спросил. «Профессор, а вы знаете, как выбрать хорошее зерно?» «Нет, я не агроном», — ответил профессор. «А как узнать, сколько молока даст корова?» — спросил Сергей. «Это не моя область», — ответил профессор. «А когда лучше пахать землю?» — назойливо спросил старик. «Я же сказал, что я не фермер», — раздраженно ответил профессор. Сергей кивнул. «Значит, вы не знаете, как вырастить хлеб, получить молоко, заботиться о земле. Но без этого вы не проживете и недели. Ваша ученость бесполезна». Зал замер, а затем раздались аплодисменты. Профессор, красный от злости, молчал. Сергей улыбнулся. «Ум — это не только книги, профессор. Это умение понимать жизнь. Мы нужны друг другу. Только я это понимаю, а вы — нет». Профессор ушел, а люди долго вспоминали этот урок, преподанный простым фермером-ученому. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.